Что, я думаю, стоит поздороваться с нашими благодарными зрителями и неблагодарными потомками, потому что это видео просуществует долго. Вот, и сказать, с какими трудностями мы сейчас запускали эту запись, потому что я в Тель-Авиве, и здесь служба безопасности глушит интернеты, потому что, как известно, по этим интернетам пользуются этими интернетами злоумышленники, по ним летают ракеты и ходят всякие террористы. Но вот мы с Никитой наладили. Я хочу, чтобы вы нами гордились за это. И можете поставить лайк. Поговорить я хочу сегодня о том, что нельзя упрекать людей за то, что они в сложившейся ситуации не уехали из России. В Израиль, потому что здесь война. В Израиль, в Испанию, в Африку, куда угодно. Нельзя их упрекать за то, что они не выходят на улицу, не свергают Путина. И граждане типа Кати Марголис, небезызвестной, которые напялили белое пальто и всеми силами стараются продемонстрировать всем, что они святей Папы Римского, на самом деле для тех людей, которые на самом деле против происходящего и которым не нравится все, что происходит, они гораздо больше гадости делают, чем там какой-нибудь Путин или немножко тупорылые чиновники Евросоюза с их бредовыми идеями о запрете российских машин в Германии, о закрытии счетов россиян в Европе, об вот этом бреде, который произошел в начале всех этих событий, когда позакрывали офисы, визы и мастер-карты, ушли, чем на самом деле с одной стороны пополнили мобилизационный резерв товарища Путина, а с другой стороны сделали так, что люди, которые, собственно говоря, вообще не хотели к этому иметь отношение, как раз уехали, вернулись в Россию, теперь в России тратят деньги, платят НДС, и на этот НДС потом строят заводы, пароходы, самолеты, ракеты и вот все вот это. Вот о чем я хочу поговорить. Слушай, я так понимаю, что это камень же не в адрес Кати Марголис, а в общем-то... Марголис собирательный образ. Да, в общем-то, тут как-то могло сложиться впечатление, что я прям сильно что-то гоню на тех людей, кто остался, и, значит, кто помалкивает. Понять могу все. И более того, я и не сильно-то гоню, это скорее впечатление могло сложиться. Но это могу все. Я понимаю, что люди на это не учились. Никто не учился быть революционером, беженцем и диссидентом. Более того, даже я не учился. Более того, Никита, даже ты не учился. Я это все могу понять, что у людей родственники и так далее, и так далее. Понимаешь, я себя же из этой истории тоже не вычитаю. А вот, например, тут что, как говорится, далеко ходить, да? Чего далеко вставать. Вчера, просто я могу оговориться, объяснить благодарным зрителям, что я сейчас нахожусь в Израиле, и так случайно сложилось, что вчера били прямо по мне, по моему дому, да, здесь в 300 метрах что-то взорвалось, и всякое летало, включая это самое, осколки, которые сбивало ПВО. Такой южный Тель-Авив, район такой довольно пижонский, но как-то сюда прилетел все. Флорентин, рядом с Флорентином. Вот, смотрите, и дети, и мне ребенок пишет и звонит девчонкам, одна из Мариуполя беженка, там все пережила, а другая из Одессы, сейчас в Европе. И девочки 15-летние, да, советуются, как правильно себя вести в бомбоубежищах. Значит, что там не должно быть бака с газом, там не должно быть газовых труб, что нужно брать с собой воду. И вот такое детство мы организовали нашим детям. Такое счастливое, безопасное и интересное. Что они знают, как пользоваться бомбоубежищами и знают, как людей убивают. Откровенно говоря, судя по происходящему вокруг, это не мы организовали, это весь мир немножко сошел с ума за лет 30, наверное, благолепия, когда всем казалось, что после того, как совок рухнул, и, собственно, опасности особо ни от кого не исходят, и вот оно получилось, как получилось, да, а на самом-то деле весь этот гнилой котел, он же закипал-то давным-давно, потому что, мало того, что все постсоветские страны проходили через этап некого этого такого, я даже не знаю, как это назвать, немножко неофашистского национализма, да, и про Россию тоже, потому что на самом деле то, что сейчас в России творится, если посмотреть такую
main idea, да, то, но это такой чистом виде функциональный, постмодернистский, вот такой вот преобразованный, сытый неоколониализм, или я даже не знаю, как это еще более правильно назвать. Неоидиотизм. Ну, да, ведь на самом деле то, что товарищ Киссинджер, будучи в больших завитках по отношению к Рейгану устроил с Китаем, то вот эта вот атомная бомба им заложена, да, она же тоже рано или поздно прорвется, и рано или поздно, ну, не знаю в какой форме, там, в лучшем случае в экономической, а в худшем вообще в военной. И это будет еще одна серия проблем детям. Причем это ведь как? Вот Киссинджеру надо было себе там public relation сделать хороший, миротворцем великим быть. Вот. Он и демонстрировал это все. А что будет завтра, его особо не интересовало. Он жил-то, в общем, сегодняшним днем. Потому что он даже дожил вот до своих этих преклонных лет. И сейчас мечется, как вша на гребешке, то в одну, то в другую сторону. Так ведь на самом деле корень этих проблем-то заложен им и такими, как он. Вот. Поэтому как бы, ну да, действительно, детишкам мы не самое лучшее будущее оставляем. Но просто нельзя требовать от всех людей, которые живут в России, вот от 146 миллионов растерянных граждан, чтобы они все дружно становились Карамурзой. Так не бывает. Карамурза, он потому Карамурза, что один Карамурза. А по большому счету вот эта вот история с этими всеми хорошими русскими, да, ненавижу этот термин. Катями Марголис и еже с ней, да, она вот требует, чтобы, собственно говоря, все дружно вышли на улицу, пошли свергать Путина. Нужно свергать не Путина, а Нетаньяху. Я вот сейчас слышал, самолеты пролетели. Вот тебя там слышно было? Не слышно. Я подозреваю, что это не туристов. В Израиле Нетаньяху, да, в Испании там 4 года назад, наверное, Санчеса, я не знаю уж там, где кого. Дело же не ровно. Говорю о том, что свергать надо себя отчасти, ну, во всяком случае, какую-то часть себя, понимаешь? Но если бы мы с тобой работали, например, лесниками или где-нибудь на маяке посидели, ну, от нас действительно спроса не было никакого. Но мы с тобой, во всяком случае, претендуем на властителей дум, понимаешь ли. Вот сейчас выступаем в эфире для всех наших двоих благодарных зрителей. Вот. То есть мы вроде как продолжаем работать на этом поле. И, в общем-то, Киссинджер, конечно, понятно, что старый скот. Да и помимо Киссинджера, этих скотов и старых, и даже скотов... Мы старых и молодых. Бесконечное количество, да. Понимаете? Но я говорю про личную ответственность. Вот, про личную ответственность за весь этот бардак, понимаешь? Личная ответственность, она же ведь, мир-то состоит из личностей. Вот есть там 8 миллиардов личностей. Если каждая из этих личностей вдруг неожиданно, каким-то волшебным способом начнет чувствовать свою личную ответственность, то как бы проблема кончится. На самом деле люди, они же живые, от них нельзя требовать, чтобы они были все роботами или идеалами грез, или святыми. Так не бывает и быть такого не может. Поэтому меня ужасно бесит, когда начинаются вот эти все разговоры. Еще раз возвращаюсь. Катя Марголис, не потому что она Катя Марголис, просто на ней проще всего показывать. Пиар ей делаешь. У нее достаточно своего пиара, без моего обойдется. Просто на ней это такой типаж, да, вот когда люди начинают, сидя в Венеции и ведя там определенный интересный образ жизни и получая себе, опять же, public relation популистский, вот они пытаются, значит, 140 миллионов человек назначить виноватыми во всем на свете. Да, и там чуть-чуть еще немножко ее и послушать, то в конечном итоге она всех вешать предложит. Хотя на самом деле, например, по моим знакомым, с которыми я общаюсь в России, тут вариант такой на самом деле. Большинство людей говорит следующее. Кроме тех, которые просто открытым текстом против, таких немного, потому что страшно. Потому что они в России, да, у нас коммуникация через какие-то электронные средства массового индивидуального общения, имеется в виду там WhatsApp, там, по телефону, в Фейсбуке какие-то. В общем, достаточно несложно отследить, и люди просто боятся. Но те, которые вот не резко против, они все говорят так, да, конечно, мы, в общем, не совсем правы, но типа это ж моя страна, я как бы не могу ее не поддерживать. Мне эта позиция абсолютно не близка, я этого не понимаю, потому что это не страна, это конкретные лица, которые для сохранения собственного пребывания у власти, для сохранения собственной возможности жить над законом, для собственного обогащения вот это все устраивают. И, собственно говоря, поддерживание – это не поддерживание страны, это поддерживание этих конкретных лиц.
с моей точки зрения. Но, понимаешь, представь себе человека. Вот я всегда этот пример, вот я в эфире его еще приводил. Давай себе нарисуем такую умозрительную картинку. Вот 1941 год. Город Смоленск. Конец 41 года, там, допустим, декабрь. Вот школьная учительница, да, у которой двое детей. Предположим, одному 8 лет, а другому 10 лет. Мужа забрали в армию. Что с ним происходит, она понятия не имеет, потому что город под оккупацией. Средства массовой информации, естественно, все немецкие, все радиоприемники забрали, ультракоротковолновых приемников ни у кого нету, и, вернее, коротковолновых. Короче, у нее нет никакой информации, она пользуется той информацией, которая вот немецкая. Она ничего, кроме как учить детей, не умеет. И вот ей что делать? Ей надо кормить своих детей. Она что делает? Она идет работать в школу, правильно? Дальше проходит 2,5 года. Город Смоленск освобождают. И она кто? Она коллаборационист, правильно? Коллаборант, который, значит, сотрудничал с немцами, пропагандировал детям в школе немецкую доктрину философскую, немецкую доктрину националистическую. Ну, в общем, она враг народа, да? Ну, глобально. Но, а как ей быть вот в этом декабре 41 года? Вот что ей делать? Идти в партизаны, вопросов нет. Ну, вот, Ром, вот реально, представь себе, вот там 30-летняя тетя с 2 детьми малолетними в оккупированном городе, в ощущении, что ее бросили, потому что ей 10 лет до этого, вот все время, пока она от 20 до 30 лет дорастала, сообщали, что Красная Армия всех сильнее, что война будет вестись малой кровью на территории врага, ну то есть вот это все. И вот враг пришел, никакой малой крови нет, никакой территории врага нет, вот он оккупировал, она в этом декабре понятия не имеет, что через 2,5 года ее придут освободят от оккупантов. Где брать партизан? А как она что, должна выйти на главную площадь? И такой весь голос: партизаны! Как, где она их возьмет, этих партизан? То есть, если бы их было легко найти к всякому и каждому, этих партизан, то их бы моментально немцы переловили. Соответственно, вероятно, я не знаю, но вероятно, партизаны, в общем, не сильно афишировали себя. И вот как человеку быть? Да, с позиции вот нас, теперешних, когда мы знаем, чем все закончилось, ну, то есть для нас она, и для тебя, и для меня, вообще для всех людей, она, коллаборант типичный. То есть она нехороший человек. А с позиции этой тетки, а какой у нее выход? И вот та же самая ситуация сейчас для людей, которые находятся в России. Представь себе, человек работает там, даже на каком-то телевизоре, да, предположим. Редактором и занимается тем, что там вот производит сериалы для СТС, предположим. Он же прекрасно понимает, что если он завтра снимется с места, уедет даже там в ту же Грузию, Армению, а больше ему особо уезжать-то и некуда. Потому что вид на жительство этот редактор не получит. Он получал там свои 200 тысяч зарплаты в месяц, по тем временам большие деньги. Но накоплений особых никаких нет. Сколько времени она проживет в том же Израиле, вот на эти свои накопления. Ты сам подумай, 200 тысяч в месяц, 2 миллиона в год. Доработала она 5 лет, предположим, 10 миллионов. Вот за 5 лет она заработала 10 миллионов. Из них, извините, 8... скорее всего, она прожила. Это если еще у нее ипотеки нет. А если ипотека есть, то все 10 прожила. Осталось 2. 2 миллиона по теперешним временам, 20 тысяч долларов. Сколько времени можно в Израиле прожить на 20 тысяч долларов? Да нисколько. Идет некоторое передергивание, да? Я, и в общем-то даже, может быть, и Катя Маргулис. Но я, кстати, совершенно не осведомлен о ее тезисах, скажем так. Понимаешь? Я вообще не говорю, что все там 146 миллионов, или там все 8 миллиардов, или сколько там, 7 миллиардов живущих людей на Земле должны только заботиться, чтобы сделать мир для своих детей более таким. Я думаю, что в основном люди думают о других вещах, о выживании. Да? Я говорю о том, что есть товарищи, которые взяли на себя, или в силу профессии, или в силу внутреннего склада, взяли на себя роль лидеров нации, мира там, и так далее, и так далее. Да? Вот это вот режиссеры, опять же, не телевизионные, потому что телевидение, ты сам понимаешь, это завод. А это не телевизионные, ведущие, и так далее. И я понимаю, что на революционеров и на Карамурзов не учили ни тех, ни других, ни учительницу сельскую, ни, скажем так, людей, которые должны вести за собой общество. Но предполагать, что если они взяли на себя эту функцию, эту миссию, то уже надо как-то сосредоточиться и что-то придумать, как-то научиться. Более того, я не знаю рецептов. Я не хочу себя ставить в
какой-то пример, даже наоборот. Что ты имеешь в виду под научиться? Больше чувствую личную ответственность, потому что... Давай буквально. Вот смотри, вот есть наш с тобой друг детства, с которым мы вообще знакомы, я не знаю, чуть ли не с рождения, Федя Бондарчук, так? Ну, есть такой человек. Вот Федя, на самом деле, ни разу я не видел Федю с буквой Z бегающего, или там, я не знаю, едущего открывать библиотеку в Мариуполе и так далее. А для него это уже поступок, потому что, ну, у него был какой-то общий вот стиль жизни. Ну, вот там был таким паркетным режиссером, да, он был в «Единой России», он был команда Путина. А дальше это все дошло вот до того логического завершения, до которого дошло. И Федя перестал быть паркетным режиссером про команду Путина и «Единая Россия». По крайней мере, он не светится. И если для нас с тобой это ну и что, да, то для него это поступок. Потому что то, что он не светится, меняет полностью всю Федину жизнь. Так я согласен. Я тебе о том и говорю, что каждый на своем месте. На каждом на своем месте. Виноватить Федю нельзя, Федя молодец. А я и не гоню особо на Федю. Просто пример привел, ты же понимаешь, мы с тобой оба не гоним на Федю. Кто-то еще не светится, не лезет. И более того, от Федора особо и не ждали, что он займется революционной деятельностью, учитывая, что он всегда был включен во всякие... Как он был, конечно. Темы, и в хорошем, и в любом смысле этого слова, да? Но есть же люди, во-первых, которые это ждали, у которых это они так себя всю жизнь вели. А во-вторых, как раз Федя понятно, что делает, что он не делает, как говоря, что он не лезет как бы со своим весом и со своей красотой и умом, не лезет поддерживать это все в лоб, да? Вот. Нюансов я, разумеется, не знаю, но мы сейчас с тобой говорим... Просто чисто внешне. Мы говорим о картинке, да? Да, только об этом. Но есть обратный пример. Вот Тигран Кеосаян, которого мы тоже знаем с тобой с детства. Понимаешь, ну вот это вот тебе, пожалуйста. Вот тебе вариант, когда человек просто вот осознанно просто на этом стрижет бабло вместе со своей женушкой, которая вообще уже договорилась черт до чего. То есть это уже просто за гранью человеческого добра и зла, то, что делает Симоньян. Это просто уже вот я весь комплекс беру. И ситуацию с Нагорным Карабахом, которая вот последнее ее выступление, и ситуацию с нападением террористов на Израиль сейчас. И я вообще не читаю эту дурочку. Но до меня даже долетело, что что-то она там написала, что типа пацифисты, фигисты. Она написала, что она, которая воюет с соседями, опять воюет с соседями. Ну, типа, при том, что сказать, что это Израиль начал, ну это же совсем не в каких вратах. Там же еще написано, что типа пацифисты. То есть, грубо говоря, ты пацифист у нас, Никит, со своим, этим самым ветеранским прошлым афганским, ты пацифист. Я тоже пацифист, учитывая, что я здесь служил, вот здесь на Зикиме у меня был Милуим, сборы. Как раз вот эта база, которую захватили, где сейчас отбиваются прямо на границе с Газой, да, в 96-м. Я, лично не то чтобы ей передали, мне на нее плевать, но как бы вот для этой тенденции хочу сказать, что я не пацифист вообще, нифига. Я просто на одной территории с такими, разгулом моральных и физических уродов, у них все на лице написано. Ну, просто на одном, как говорится, картофельном поле в разных углах, но это невозможно. Просто до тебя долетает, брызги долетают. Я тебе другое могу сказать. Я, например, вообще контрпацифист, потому что я, например, считаю, что вот эта ситуация, которая сейчас произошла в Израиле, она как раз и произошла из-за достаточно длинного периода чересчур пацифистского отношения ко всем этим ублюдкам в виде Хезболлы, Хамаса, вот этой всей публики. Да, давным-давно нужно было с ними разбираться, и Израиль знает способы, как это делать. Это не обязательно делать военным путем в лоб, но есть другие методы борьбы с вот этим вот ублюдочной публикой. И я как раз контрпацифист, просто я категорически против той войны, которую в данном случае затеяла вот эта вот клика, которая находится у власти. Тем или иным способом эту власть получившей, пускай даже демократическим путем, но очень не желающая с этой властью расстаться. И это широкое понятие, потому что там я, например, никоим образом не дистанцирую нашего с тобой друга детства Кеосаяна от вот этой всей властной элиты, потому что по своим каденциям режиссерским Кеосаян, если бы он не занимался вылизыванием задницы всем власть придержащим, до которого его язык дотянулся, он бы, в общем-то, ничего не снимал, был бездарен сильно.
Поэтому как бы это я не как человек, закончивший в ГИК, говорю, а как потребитель производимого различными режиссерами контента. Вот. И эти люди также в точности виноваты в происходящем, потому что они свое это маленькое, потненькое, такое вонюченькое счастье строят на жизнях и судьбах совершенно ни в чем не повинных огромного количества людей. Часть из них, из этой публики, талантливые, как там тот же самый Соловьев, да, потому что у него явно дар. Часть из этой публики бездарные, как тот же Шейнин или там Киасаян. Но тем не менее все эти люди вот это свое уютное, потное, вонючее счастье строят на чужих жизнях. Ему совершенно наплевать, что из-за того, что у него там появился лишний 600-й С-класс кабриолет, погибло там, или погибнет сколько-то там людей. Ну просто наплевать, вот глубоко наплевать. Им наплевать, они люди без роду, без племени. Им наплевать на страну, уроженцами которой они являются. Им наплевать вообще на все. Этот Киасаяна в каком-то из его спичей слышал, что он себя русским называет. Человек, который родился в Москве, человек, который всю жизнь живет в Москве, у которого основной язык русский, говорит, извините, в 56 лет с акцентом. Это как? И он себя русским при этом называет. Он не удосужился нормальный язык выучить. Ты послушай, как он говорит. Он говорит с акцентом, этот человек, и называет себя русским при этом. Ладно бы он приехал из Армении, акцент неистребим, да, или там из Грузии. Это понты такие. В какой-то были понты, а потом уже не... Потом это прилипло. Да. И их, извини меня, им не с числа. Причем они же со всех углов лезут. Как этот самый сын Молотова-Риббентропа, этот самый, как его, Никонов, что ли, фамилия. Никонов. Марков, их не с числа вот этой публики, которые вот выстраивают свой вот маленький гешефтик на чужом несчастье. Им вообще наплевать. Им вообще на всех наплевать. И вот эти люди, да, виноваты. А, извините, называть виноватым какого-нибудь там, я не знаю, слесаря из Таганрога, который ничего делать не умеет, кроме как ходить на свой этот завод и крутить 2 гайки в станке, и требовать от этого слесаря, чтобы он брал пику и шел Кремль брать, ну, это, извини меня, это превращение людей из противоположного лагеря, я там в широком понимании, там, вот от той же Марголис, да, там, их много там на самом деле, в тех же самых Киасаянах и Соловьевых, ну, только с другим знаком. Но принцип-то один и тот же, они выстраивают свое вот это маленькое, потное, вонючее счастье на несчастье других людей. Для Кати Марголис будет величайшая трагедия, если война в Украине закончится. Потому что она со своим пафосом станет абсолютно невостребованной. У нее пропадут подписчики в Фейсбуке, у нее пропадут лайки на ее посты. Потому что никому это станет неинтересно. Поэтому для нее не дай бог, если это закончится. Причем ты обрати внимание, вот эта публика на кого нападает? На тех, кто ответить не может. Они на Путина нападают. И даже не на Соловьева с Киасаян. Но они нападают на Шендеровича, на Бельжо. То есть на публику, которые публичные, которых знают, на которых выгодно нападать, но которые им ничего не сделают, потому что относятся к категории либеральной интеллигенции. Очень удобная форма. Жутко бесит. Также в точности, как бесит попытка сделать вот эту общественную вину. Нет никакой общественной вины. Я тебе больше того скажу. Меня раздражает, когда люди говорят об общественной вине всех немцев за Гитлера. Потому что чем Ремарк-то виноват? Ну, например. Или его сестра, там этих ремарков было 1,5 человека. Ну, во-первых, не так уж их и 1,5, нет, их немного было. Но была куча людей, которых которых в лагерях сгнобили, в концентрационных немецких. Про которых мы вообще ничего не знаем. И их до кучи туда же. Да, там какой-нибудь Фердинанд Порше, да, конечно, виноват, потому что он просто впрямую деньги зарабатывал, сотрудничая с режимом. Вот он виноват. Но ты мне тогда объясни, а с какого хрена с Гриши Березкина сняли европейские санкции, а? Слушай, я вот в этом как раз в нюансе не... Я знаю, это человек, который, извини меня, Мосэнерго ему принадлежит. Вот уж кто сотрудничает со всеми, с кем только можно, так это Гриша Березкин. Ну, их снимают, эти санкции. Слушай, там была какая-то сделка темная, там дело не в Березкине. А Полоша при этом никто санкции не снимает. За что? Полош Аркадий, который был главой Яндекса и вообще весь Яндекс сделал и уехал сразу, как началась война, и как бы вообще из Яндекса ушел, полностью дистанцировался. Тем не менее, он под санкциями. А Гриша Березкин не под санкциями. Это как? Слушай, ну это все равно из ряда вон выходящая вещь. Я думаю, что санкциями, хорошо разбираться, когда война закончится.
Санкции – это производная, вот эта вот попытка козлить каких-то конкретных людей, это производная вот от этих, в широком смысле, Кать Марголис. Какого хрена наложили санкции на Мазепина-младшего, на сына, который ничего в своей жизни плохого не делал, кроме того, что в формуле гонялся? Да, он гонялся за деньги папы. Ну, давай тогда клуб Шальке весь санкциями обложим. Он на газпромовские деньги в футбол играл. В чем разница? Слушай, ну это мне напоминает другую ситуацию, когда люди говорят, вот почему эстонцы не пускают в Эстонию людей с русскими паспортами, почему они не могут разобраться. Но никому даже в голову не приходит, что для того, чтобы эстонцам разобраться в этом, им нужно еще 1 миллион эстонцев, из которых будет вылучено и выделено еще, 500 000 пограничников, которые будут разбираться с каждым индивидуальным случаем. Понимаешь, это... Тогда скажи мне, пожалуйста, почему никто не осудил мужа премьер-министра Латвии, которые громче всех вопят о том, что нужно всех русских закозлить, когда выяснилось, что этот муж замечательнейшим образом зарабатывал миллионы евро, торгуя прекраснейшим образом чипами с Россией. Вот ему почему-то ничего не сделали. Слушай, ну пусть это латыши разбираются. Пусть разбираются, я не против. Почему не начали с нашей парикмахерской? Скажи мне, пожалуйста. Почему, ну, анекдот есть такой, почему вы начали с нашей парикмахерской? Человек приходит. Закруглимся, можем еще зайти, видишь, нам обещали, Хамас обещал бомбежку в 6 вечера, ну, видишь, они что-то опаздывают. Припозднились. Да, давай, ты расскажешь анекдот. Позвони этому, Арафату не позвоните, а кто там сейчас, Махмуд Аббас, вот ему позвонишь, чтобы поторопился. Мы сделаем паузу после анекдота, я хоть свет зажгу, видишь, я здесь уже, это... Что, свет соблюдаешь? В черный человек. Мужик приходит в парикмахерскую, начинает говорить там, Аврора вся сгнила, никакой выстрел крейсера Аврора свободы не дал. Парикмахер его стрижет, говорит, я с вами полностью согласен, но почему вы начали именно с моей парикмахерской? Ну вот, тут то же самое. То есть, а почему они начали с парикмахерской? Ну, вот слушай, начали с того и начали. Им целый штат нужно добрать, чтобы разобраться в оттенках говна. И среди этих штата разберутся с мужем премьер-министра. Из этих оттенков говна найти какое-то не говно. Ты понимаешь, это же должны быть люди очень широкой квалификации. Они должны быть и политологами, и вирусологами, и, славянистами, и это самое, и 100 языков еще знать на всякий случай. Вот, потому что я боюсь, что это просто с практической точки зрения невозможно разобраться, отличить одно говно от другого говна. Практически сочувствую страдающему народу Латвии. Одного. У меня большие претензии к премьер-министру Латвии и ее мужу, который прекрасно во время санкций торгует чипами с Россией. Вот как только мужа премьер-министра отдрючат, а премьер-министра тоже, а то он очень похож, премьер-министр Латвии, на нашего мэра Лужкова, у которого жена богатая, просто потому что очень талантливая. Вот тут и дальше готов продолжать дискуссию. Слушай, я не очень волнуюсь за Латвию, в том смысле, что если там сами не разберутся латыши, то в конце концов к ним придут на помощь старшие товарищи. Мы говорим о тех моментах, когда на старшие товарищи на помощь не могут прийти.